А вот что научимся высчитывать магические часы, а их же еще называют планетарными часами. Ключевым моментом в изучении магии макрокосма является так называемая звезда магов. Это септограмма, то есть семиконечная звезда, каждому углу которой соответствует одна из 7 планет. Если вы обратите внимание, они следуют друг за другом в халдейском порядке. Звезда магов обычно рисуется так, чтобы халдейский ряд располагался по часовой стрелке. В данном случае у нас получается, что если мы будем чертить эту септограмму по часовой стрелке, начиная от Сатурна, мы придем сначала к Солнцу, потом к Луне, затем к Марсу, потом к Меркурию, к Юпитеру, Венере и возвратимся снова к Сатурну. В этом ключ к тому, как соотносятся дни недели и планеты. В старых магических книгах при этом перечислять дни начинают обычно как раз именно с воскресенья, ввиду значимости Солнца для дневного времени суток. Да и до сих пор в некоторых странах, например США, первым днем недели является как раз таки воскресенье. Итак, именно воскресенье у нас соответствует Солнце. Когда, двигаясь по звезде магов, мы получаем, что раз вслед за Солнцем идет Луна, то она соответствует следующему дню после воскресенья, то есть понедельнику. Потом идет Марс и вторник, потом Меркурий и среда, затем Юпитер и четверг, потом Венера и пятница, наконец Сатурн и суббота, и вновь Солнце и воскресенье. Такой порядок сохранен в романских языках, как в английском Saturday, происходящем от староанглийского Saturn Day, то есть день Сатурна, также Monday, день Луны. Далее возьмем французское Mardi, от латинского Martis Dies, то есть день Марса. Потом Mercredi, от Mercurii Dies, то есть день Меркурия. Обратимся к итальянскому Giovedì, от латинского Jovis Dies, то есть день Юпитера, который по-английски называют Thursday, то есть днем Тора. Наконец, пятница по-итальянски это Venerdì, от латинского Veneris Dies, или день Венеры. Таким образом, расположив на углах септограммы планеты в халдейском порядке, мы получаем последовательность планет относительно следования дней недели. Подобным образом мы уже поступали со стихиями, расположив их в порядке следования букв пентаграмматона, получив при этом последовательность стихий от более субтильных к более плотным. Получив эти вводные данные, перейдем к самим магическим часам. Их всего 24, то есть 12 дневных магических часов и 12 ночных. Это число постоянно. День в данном случае начинается от восхода Солнца, ночь с захода Солнца. Узнать продолжительность магического часа очень просто, зная время восхода Солнца и время захода. Например, восход Солнца 30 августа 2018 года в 5:30, а заход в 19:30. Так как 19:30 минус 5:30 будет 14 часов, то и выходит, что продолжительность магического дня 14 часов. При этом, несмотря на то, что длина магического дня 30 августа равняется 14 часам, внутри этого самого дня всего лишь 12 магических часов. Потому с целью найти длину дневного магического часа, надо разделить длину дня на 12. А чтобы найти длину ночного магического часа, надо разделить длину ночи тоже на 12. В данном случае для нахождения дневного магического часа надо 14 часов разделить на 12. Для этого умножаем 14 на 60 и получаем длину в 840 минут. Теперь делим 840 на 12 и получаем 70. Получается, что длина магического дневного часа 30 августа составляет 70 минут, то есть 1 час 10 минут. Также нам надо знать длину магической ночи. Это промежуток времени между заходом в интересующий нас день и восходом на следующий день. Например, нас интересует 30 августа. Заход 30 августа в 19:30. Допустим, 31 августа у нас восход будет в 5:30. Чтобы точно посчитать этот отрезок времени, из 24 часов надо вычесть время захода интересующего нас дня и прибавить время восхода последующего дня. В одном дне 24 часа. Это 1440 минут. Время захода 30 августа 19 часов и 30 минут. 19 часов это 1140 минут. Прибавляем к ним 30 минут. Получается 1170 минут.
Теперь из 1440 минут мы должны вычесть как раз таки эти 1170 минут. Получается 270 минут. 270 минут – это время от 19:30 до полуночи. Поэтому именно к этому времени нужно прибавить время последующего восхода. У нас это, допустим, будет 5 часов и 30 минут. 5 часов это 300 минут, прибавляем к ним еще 30 минут и узнаем, что 5 часов 30 минут это 330 минут. Прибавляем к этому числу 270, то есть промежуток от 19:30 до полуночи, и получаем 600 минут. 600 минут делим на 60, это будет 10. И таким образом получается, что между заходом 30 августа и восходом 31 пройдет 10 часов. Это и будет длиной магической ночи. Что касается длины ночного магического часа в этот день, то берем 10 обычных часов, которым равняется ночь, умножаем их на 60, получая 600 минут. И теперь делим 600 на 12, что дает нам 50 минут. Именно 50 минут и составляет длина магического ночного часа 30 августа. Нам остается теперь лишь понять, каким магическим часом какая планета управляет. Для этого запомните правило, что первым магическим часом данного дня управляет планета, соответствующая всему этому дню. Например, первым магическим часом понедельника управляет Луна, потому что понедельник это день Луны. Первым магическим часом вторника будет управлять Марс, потому что вторник день Марса, ну и так далее. При этом планеты соответствуют магическим часам в халдейском порядке. То есть, скажем, первым часом понедельника управляет Луна, значит вторым Сатурн, третьим Юпитер, четвертым Марс, пятым Солнце, шестым Венера, седьмым Меркурий, восьмым Луна, девятым Сатурн, десятым Юпитер, одиннадцатым Марс, двенадцатым Солнце. И следуем далее к ночным часам. Получается, что первым магическим часом ночи управляет Венера, вторым Меркурий, третьим Луна, четвертым Сатурн, пятый Юпитер, шестым Марс, седьмым Солнце, восьмым Венера, девятым Меркурий, десятым Луна, одиннадцатым Сатурн и двенадцатым Юпитер. После этого начинается вторник, то есть день Марса. В халдейском порядке как раз таки после Юпитера идет Марс, потому после соответствующего Юпитеру 12-го ночного часа понедельника идет первый дневной магический час вторника, который соответствует Марсу. Ну и так далее, тоже в халдейском порядке. Вот получается, что в день Меркурия первый и восьмой дневной магический час меркурианские, третий и 10-й ночной тоже. В четверг первый и восьмой магические часы юпитерианские, точно так же, как и третий и 10-й ночной магический час того же самого четверга. В пятницу первый и восьмой дневной магический час венерианские, третий и 10-й ночной тоже, ну и так далее, и так далее. Соответственно, для магических операций, связанных с планетами, стоит выбирать, во-первых, соответствующий выбранной планете день, а внутри этого дня соответствующий час. Скажем, нас интересует Юпитер. Возьмем уже рассмотренное нами 30 августа. Для операции с Юпитером нас могут интересовать 4 временных промежутка. Это первый и восьмой дневной магический час, а также третий и 10-й ночной. Давайте сначала выясним светское время, соответствующее этим промежуткам. Восход у нас в 5:30. Это значит, что первый час длится с 5:30 до 6:40 утра. Теперь найдем восьмой магический час. Для этого берем длительность одного магического часа в минутах, то есть 70 минут, и умножаем это число на 7. Получится 490 минут. У нас восход в 5:30. А нужный магический час начнется через 490 минут. 5:30 это 330 минут, как я уже объяснял. 330 плюс 490 это 820 минут. 820 поделить на 60 будет 13,6 в периоде. То есть в 820 минутах у нас будет 13 часов. 13 часов это у нас 780 минут. 820 минус 780 будет 40 минут. Соответственно, восьмой магический час начнется в 13:40. Подобным же образом можно рассчитать третий и 10-й магический ночной час. Посчитаем третий ночной час сначала. Так как он третий, мы умножаем продолжительность ночного магического часа в этот день на 2. В данном случае умножаем 50 на 2 и получаем 100. Таким образом, через 100 минут после захода солнца начинается 15-й магический час четверга, или иными словами, третий ночной магический час. Посчитаем, сколько в 100 минутах часов
Для этого, разделив это число на 60, получится 1,6 в периоде. То есть в 100 минутах только 1 час. Ну, что, в общем-то, очевидно. Чтобы теперь посчитать количество минут, идущее после целого количества часов, надо вычесть часы, выраженные в минутах из 100. В данном случае нам надо вычесть только 1 час. Выразив его в минутах, получаем 100 минус 60, итого 40. Следовательно, третий ночной планетарный час 30 августа начнется через час 40 после захода Солнца. Заход у нас в 19:30, потому начинается этот час в 21:10. Так как продолжительность магического часа 30 августа составляет 50 минут, чтобы посчитать окончание третьего ночного часа к 21:10 надо прибавить 50 минут, итого 22:00. Значит, третий ночной планетарный час 30 августа 2018 года, он же третий юпитерианский час в этот четверг, он же 15-й магический час четверга, будет длиться до 22:00. Попробуйте по этой схеме просчитать 10-й ночной магический час для 30 августа 2018 года и напишите получившийся результат в комментариях. А также делитесь этим видео в социальных сетях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.